Фамилия моя Климанов Александр Яковлевич. Родился 8 июля 1957 года в городе Одессе. Все мои предки жили в городе Одессе, насколько помню. Очень многие, правда, не дожили, не пережили Великую Отечественную войну. Очень многие в Одессе были уничтожены в качестве евреев. Спасся только мой отец, который воевал на фронте. В 16 лет он пошел на фронт добровольцем в 1941 году. Был в плену, бежал и благополучно прошел всю войну. Моя мама тоже спаслась с бабушкой в эвакуации. Остальные родственники остались здесь. И, к сожалению, они живых не осталось их. Я закончил 10 классов, потом закончил техникум промышленной автоматики, отслужил в армии и закончил вечерний Одесский инженерно-строительный институт. У нас хорошая квартира сейчас. Жена, правда, вынуждена с детьми из-за военных действий уехать. Я пока в ожидании живу здесь и в ожидании, когда они все вернутся, когда все утихнет и когда все уже успокоится. У меня были постоянные командировки в Германию, у меня были постоянные командировки по Советскому Союзу. Так как мы ездили и поставляли немецкое оборудование, то есть тогда я был довольно-таки на хорошей должности, начальник отдела маркетинга, то есть благополучным человеком, хорошая зарплата. Но было это не у всех. Тогда был переломный момент, конец Советского Союза и начало независимой Украины. Тогда началась коммертизация, кооперативы, начались движения в Польшу, возили товар туда, деньги назад, в Турцию. Была свобода предпринимательства. Я занимался доставкой оборудования, аппаратуру. Мы также поставляли товары с Запада. То есть занимался коммерческой деятельностью. Я работал лепщиком, рабочим. Мы ездили по деревням, строили клубы, коровники, занимались строительной деятельностью. Я был рабочим. 1 апреля 1987 года вышел закон о кооперации, закон о кооперативах. И мы стали кооперативом. Смогли свою деятельность легализовать и были уже востребованы. Очень много мы работали, очень много было заказов. Опять-таки мы получали достойную довольно-таки зарплату для советского человека. В то время как учитель там получал 200 рублей условно, мы получали в несколько раз больше. Ну и работать нам приходилось без выходных с утра до вечера. До этого мы работали на севере, за Заполярье, где только могли. Где только могли там, получить деньги. Вот. Но минус был тот, что мы работали, и у нас времени на какую-то другую деятельность у нас не было. К тому же у нас э, нечего было купить. Имея деньги, мы не имели возможности что-то приобрести. Чтобы что-то купить, нужно было стоять в очереди на машину, на телевизор. Или же откуда-то привозили нам, где мы должны были очень сильно переплачивать. Ну, вот такие реалии были вот конца 80-х годов. Но зато дали какую-то свободу. В 88 году я один из первых поехал в Америку в гости к своим родственникам. То есть за это я благодарен президенту Горбачеву, хотя он был личность противоречивая, но он дал свободу некоторую. Мы смогли читать литературу, которую до этого мы ее не могли читать. Вышла масса журналов, открылся шлагбаум, где впечаталось все запрещенные вещи. Мы глотали вот этот свежий воздух. Нам было все это интересно. Появилась музыка, которую раньше мы не могли слушать. То есть свободу дали. И свободу предпринимательства, и также свободу идеологическом плане это же было. И разрешили выезд за границу. Очень многие мы знакомые тогда стали уезжать на постоянное место жительства. То есть я лишился очень многих знакомых и друзей, была какая-то с детства эвакуация. Очень многие уехали отсюда. И мы уже стали дружить на расстоянии. То есть в 91 году Украина провозгласила независимость. Время было такое тяжелое, смутное. Валюта была купоны, ничего не стоящие, которых были там миллионы. Были молодые, были инициативные, были силы работать много. Время было действительно тяжелое для многих. Для кого как сложилось. Кто-то, наоборот, поднялся, кто-то заработал капитал, а кто-то, наоборот, потерял все. Люди всю жизнь учились, достигали какого-то положения, там, становились докторами наук. После этого они оказались на обочине жизни, и как бы они уже обществу были не нужны. Была поляризация общества. Кто-то богател, кто-то, наоборот, беднел и нищал.
Появилось еврейское общество, появились еврейские садики, появились еврейские школы, стали выходить еврейские газеты, заработала синагога. Жизнь еврейская, наоборот, стала расширяться. Во времена Советского Союза особого на бытовом уровне антисемитизма я не ощущал. Все было на государственном уровне. Меня не приняли в институт, меня не принимали на работу. На бытовом уровне мы занимались спортом, дружили. У нас было очень много евреев в классе, в нашем кругу общения там. То есть такой национальной розни, как таковой, у нас не было. С 91 года появилось еврейское общество и забурлила еврейская жизнь. Ты уже можешь ходить по городу спокойно еврейской атрибутикой, изучать иврит, за который раньше следовал срок. Вот, все было под запретом. В этом плане, конечно, было облегчение. Постепенно становились все на ноги, постепенно все стабилизировалось тоже после 91 года. Но это был процесс, там, года 3-4 это все продолжалось. То есть такого трагизма не было тоже. В конце 80-х я жил с родителями в двухкомнатной квартире. До этого мы жили в однокомнатной коммуналке, где было 8 семей. Но другой жизни мы тогда и не знали. У нас было 8 семей, один санузел, один кран. По средам мы ходили в баню, помыться раз в неделю. Вот. Но так жило очень много одесситов. И на больше не претендовали. Потом отец, как педагог, в 50 годам получил самостоятельную квартиру. Я жил с родителями в самостоятельной квартире. Не был еще женат. Потом, когда я стал работать в совместном предприятии, зарабатывать деньги, со временем я уже смог купить самостоятельную квартиру, уйти от родителей, там, наладить какие-то отношения семейные. Там. То есть прогресс был. Можно было квартиру уже покупать, приобретать их в собственность. То есть положительные моменты там существенные были. Я закончил технику, подслужил в армии. После этого по распределению пошел работать на завод. На заводе работал рабочим, так как евреев не сильно брали на какие-то должности. Я понял, что карьеры, конечно, делать я не смогу с такой национальностью. После этого я работал лепщиком, разнорабочим. И работа была интересная. Музей, оперный театр, это все мы реставрировали. Но она была малооплачиваема. Хотя интересная творческая работа была. После этого, когда начались кооперативное движение, я ушел в кооперацию, где мой труд был достойно оплачен. Я получал приличные деньги тогда. Вот. Но, к сожалению, все мои сбережения в 91 году превратились в прах. Там огромная сумма была, можно было многое приобрести, но мы привыкли, что все на книжку сберегательную. При Советском Союзе все так жили. Это было железобетонно, и никто не мог предполагать, что в один прекрасный момент Советский Союз, как карточный домик, распадется. Работал рабочим, да. После этого, после поездки в Америку к родственникам, которые мне сказали, что бросай свое грязное, неблагодарное дело, ты все равно к нам приедешь, занимайся спортом, учи язык, ты будешь все равно с нами. Улучшения были. И эти существенные. Так же самое и в религиозной жизни. Работали синагога, я на синагога, и еврейская жизнь у нас тоже продвигалась вперед. Все больше и больше евреев приходили к своим истокам. Мои многие знакомые стали покупать квартиры, уходить от родителей. Вот это был главный вопрос, чтобы уже самостоятельную жизнь вести. Женился я просто очень поздно, в 44 года, у меня 2 дочки. Лучше позже, чем никогда, конечно. Прекрасные дети, жена. Жена вынуждена с детьми из-за событий уехать сейчас в Германию. Временно. Отношения сохранили, все нормально. Я надеюсь, что очень скоро будет наша победа, и они все вернутся опять назад. Смотря возьмем какой период жизни. Если мы возьмем период жизни моего детства, школьного времени, я уже говорил, что я жил в коммунальной квартире с одной, где было 8 соседей. Ну, коммуна была дружная. Мы ставили столы, выносили все, у кого что есть. Дворник пел «Амурские волны». Другой жизни я не знал, но, оглядываясь назад, конечно, это было, как я понимаю, не жизнь. Потом, когда уже получили самостоятельную квартиру, у нас была ванная, кухня своя, это был уже шаг вперед. Это было уже все-таки достижение. Со временем я уже смог приобрести свою квартиру, обзавестись семьей и жить в приличных условиях.
Дело в том, что я смотрю, очень много строилось домов, квартир, то есть очень многие улучшали свои жилищные условия. Очень много людей. То есть движение вперед было, так как у каждого. Я вам скажу, что ушла некая духовность все-таки. Мир как-то материализовался. Деньги как-то выходили уже на первый план. Раньше деньги тоже нужны были, но они как бы фонировали. Так не ставились во главу угла, какая у тебя машина, какой у тебя дом, какой-то там свой социальный статус. Мы как бы примерно были все одинаковы в советское время. Мы были как бы все равны. Мы читали книги, увлекались спортом. Сейчас, когда было расслоение, я потерял многих друзей, которые там куда-то поднялись, которые пошли наверх. Там. Они поменялись, некоторые наоборот. То есть в этом плане духовности, конечно, уже не то. Нет такого, чтобы мы собирались уже все вместе. У каждого был свой путь, каждый хотел зарабатывать деньги, каждый хотел как-то пробиться в этой жизни. Даже был какой-то соревновательный момент в этом плане. У того такое предприятие, такое, у того там несколько квартир, там, вот, это еще выставлялось все наружу. В этом плане, конечно, меньше книг люди стали читать. Хотя я читаю их все время. Все время книги, все время стал выходить. Это был парадокс, потому что книги достать было легче, легче купить, а читать люди стали какую-то специализированную литературу по своему профилю, по своему бизнесу. То есть так односложно даже сказать нельзя. Что-то стало лучше, что-то куда-то ушло. В то время у меня была благополучная работа, у меня благополучный заработок, и как бы я особо над этим не парился. У меня была масса друзей, масса знакомых. Будущее было у меня все в светлых тонах. Дело в том, что я очень часто встречаю своих знакомых, друзей своей юности, и мы все время вспоминаем. Я встречаю людей, мы собираемся, и кто-то говорит, ты помнишь, и мы начинаем все вспоминать. Какие мы были, вспоминаем тех, кого уже нет, и такие у нас есть. Мы приходим на вечера встречи выпускников, мы собираемся, мы вспоминаем ту дружбу. Дружба у нас была прежде всего, мы помогали друг другу. Наверное, сейчас такого уже нету. Там. Так что понятие чести, порядочности, это все мы сохранили и все мы пронесли сквозь года. Мы никого не обманывали, мы никого. То есть остались порядочными людьми. Для нас это самое главное было. Не стыдно за свою жизнь. Мы ее прошли достойно, я считаю. Что-то создали. Сейчас я могу на это смотреть, на творчество своих рук. Поэтому есть что вспомнить.